Привет, друзья! Наконец-то закончилась зима, сошел лед. Мы свои мормышки положили в ящики. Мормышки теперь ждут следующего сезона. И начался у нас сезон открытой воды. Совсем скоро уже можно будет ехать на водоем ловить рыбу. Ну а пока вода еще холодная. Рыбу, конечно, можно ловить и в данный момент, но это больше ее мучить, потому что рыба слабая. Это время мы используем для того, чтобы размять мышцы перед сезоном, потренироваться. Находимся мы на водоеме Навария, недалеко от города Львова. Буквально 10 минут ехать. И это уникальное место для того, чтобы покидать, потестировать палки. В принципе, чем мы сегодня и будем заниматься. Ну а поможет нам в этом мой напарник Вася. Вася, привет. Всем привет. Мы не будем ему мешать, он считает обороты катушки. И его самая главная задача на этом водоеме — не попасть грузом в голову вот этим вот байдарочникам, которые у нас тут плавают. Тренируются, да. Тут все тренируются, тренировочный водоем. Да, все тренируются, тренировочный водоем. Кстати, я когда их вижу, постоянно почему-то вспоминается чемпионат мира в Сербии. Мы уже были к нему готовы. Да, к байдарочникам мы были готовы, мы к ним привыкли. Итак, значит, друзья, что мы сегодня будем тестировать? Есть удилища, которые, по моему мнению, очень сильно недооцененные. Это удилище Sportex Morion, которым наш клуб уже успешно пользуется 2 года. То есть сезон 17 и 18 это было одно из тех удилищ, которое постоянно было у нас в секторе. У каждой двойки их было по 4 штуки. Для того, чтобы сделать это видео максимально коротким, я не буду рассказывать, какое это удилище, там параболик оно, полупараболик, на четверть параболик или на 1/10 параболик. Наша главная задача — оценить возможности этого удилища. Первое, как оно кидает. Второе, как им работать, как оно вываживает рыбу. Итак, вот у нас Васька, вот у нас спиннинг, да. Вот у нас груз. Значит, какой у нас спиннинг? Спиннинг у нас Sportex Morion, удилище, которым мы уже пользуемся 2 года. То есть оно не новое, оно уже работало, оно вытащило огромное количество рыбы на самых разных водоемах. Катушка Shimano Magnesium, леска Trabucco 0,25, шок-лидер, не помню какой тут намотанный. В принципе, Беркли, да, по-моему. Значит, груз у нас Таска весом 113 грамм. И вот сейчас мы посмотрим вот этим вот комплектом, что же этот комплект может выдать в умелых руках. В том, что руки умелые, мало кто сомневается, кто знает нас и этого спортсмена. Обращаю внимание, что я снимаю весь бросок и выматывание без монтажа. Я не буду ничего вырезать, обрезать. «190 метров клипса. Клипса, которая ударилась далеко над водой. Ну а для тех, кто, может быть, засомневается, что тут 190 метров, можете вот вместе с Василием посчитать обороты катушки. Поехали. $197 оборот. 197 оборотов катушки. Напоминаю, это 0,25 леска. То есть она не 0,20, она не 0,18.
Итак, смотрим еще один заброс. Чтобы кто-то не думал, что он случайно докинул один раз из 100 попыток. Так. Ну, все то же самое, в принципе, один в один. Васька, как тебе удилище? Расскажи свои ощущения. Что вам рассказать за удилище? Удилище прикольное, хорошее удилище, мягкое, супер работает, отбивает, добивает, догоняет кончиком. Ну, интересное удилище. Если учитывать то, что я привык всегда работать жесткими палками, ну, для дальних, для супер дальних забросов, то эта палка одна из немногих, которая отрабатывает себя на 100%. То есть сюда не нужно большой груз вешать, сюда не нужно, ну, то есть вы все видели, как она работает на, будем говорить, С грузом 113 с грузом грамм, да? 113 грамм, да, и дистанция, я считаю, что 190 метров это очень серьезная дистанция. Ну и она эту дистанцию спокойно работает. Я думаю, что если привязать на нее, прицепить еще оснастку, она будет терять метров 5-7 в забросе. Это очень хороший результат, как для этой палки. Васька, мы с тобой ловили на это удилище 2 сезона и вытащили огромное количество рыбы. Вот свои ощущения расскажи по вываживанию. Ну, и я, как и много других людей, эту палку тоже недооценивал в дальности заброса. Но в вываживании вообще никогда никаких проблем не было, потому что это супер палка. Она очень хорошо вяжет рыбку, она мягкая. Она работает от сюль до сюль. То есть, если палку держать за конец, не конец, а что? Ну, неважно, за рукоятку. Короче, да, за рукоятку удочки. И вот смотрите, банально леской делать маленькие движения, она уже гнет, она уже пытается что-то связать для того, чтобы нам было легче. Ну вот. Ну, ощущения от нее, конечно, с рыбой положительные. Только положительные, ну, другого ничего не могу сказать. Единственное, то, что я же говорю, как и много людей, недооценивали ее в дальности. Сейчас взяли ее, прокачали эту палку, ну и поняли, что мы ошибались. Для нас самое главное, удилище должно бросать далеко, раз, и этим удилищем должно быть удобно и комфортно вываживать рыбу, это 2. Sportex Morion на 100% делает эти 2 вещи. То есть можно ловить далеко и можно ловить комфортно. Давайте посмотрим еще один заброс. Ну, как бы достаточно легко. Без проблем, да. Достаточно легко все это дело у нас получается. Ну и, кстати, кто не знает, кто не в курсе, может быть, Sportex на удилище дает еще 10 лет гарантии. То есть даже если вдруг где-то вы приложились слишком сильно и почему-то, по какой-то причине она у вас сломалась, это не есть проблема, гарантия работает, по гарантии это удилище вам поменяют. Самое главное, при покупке не забудьте его зарегистрировать. Есть официальный сайт Sportex, там при покупке удилища нужно зарегистрировать свою гарантию. Ну и указать дату, когда вы это удилище купили. Васька у нас там сзади переставляет клипсу на 10 метров дальше, для того, чтобы поставить 200 метров. Ну, а пока он переставляет ее, вот вы посмотрите на него. То есть это 1,90 м. Вася, сколько у тебя рост? 1,96 м. Да, 1,96 м ростом, 100 килограмм живых мышц. То есть как бы ни капли жира. И очень часто кто-то может сказать, что вот он эту палку прогнет, я ее не смогу прогнуть. Ну вот у меня, к примеру, комплекция совсем не такая, как опиум большинства рыбаков. Так вот, самый главный плюс этого удилища, что мы часто смотрим, как физически сильные, очень сильные спортсмены кидают удилищем на 200 метров. Ну, к примеру, как Fox XT, да. Но это жесткая палка, и для обычного простого рыбака она подходит не очень, потому что прогнуть ее достаточно сложно. Так вот, напоминаю, что мы кидали 113-м грузом. То есть это удилище подходит абсолютно всем, любой комплекции и любых физических данных. То есть не обязательно быть геркулесом, чтобы кидать этим удилищем. В нашем клубе, к примеру, то есть все абсолютно спортсмены, то есть и я, и Игорь, и Миша, и Коля, ну и понятное дело, что Дима, и запасные, все им работают, все им довольны, и у всех получаются достаточно неплохие дистанции.
И напоминаю всем, что мы не снимаем рекламных видео. Мы исключительно советуем те вещи, которыми мы пользуемся сами. А те вещи, которые мы пользовались, и они некачественные, либо неконкурентные, мы так и говорим, что это... Хотел, да, что это некачественные и неконкурентные вещи. Так что подписываемся на наш канал, ставим лайки, если это видео было вам полезно. Ну а все, что вы сегодня видели, удилище, леска, груз и так далее, то есть это все можно купить на сайте рыболовного клуба Кричевичи. Ссылки будут в описании под этим видео. Еще раз, кто не подписался, берем и подписываемся прямо сейчас, прямо уже, потому что пропустите целый сезон, потом будете жалеть. Всем пока!